Друзья, всем привет! Если у вас застучала задняя подвеска, вы по адресу. Многорычажная подвеска, она достаточно сложная, но надежная, поэтому туда редко кто лазит. Но если уже туда лезть, то нужно у меня сразу все, что вы и увидите сейчас в этом ролике. Также в этом ролике смотрите, что обязательно вам нужно иметь и знать, прежде чем лезть самостоятельно в вашу подвеску. В этом видео мы будем менять стойки, потому что они уже давно вытекли. Мы будем менять тяги стабилизатора, несколько рычагов в сборе, а также будем перепрессовывать 10 сайлент блоков. Для удобства ремонта подвески мы будем демонтировать полностью всю заднюю балку, то есть снимаем всю заднюю подвеску. Так намного легче все открутить, а что не откручивается, срезать. Поехали! Первым делом нужно надежно зафиксировать ваш автомобиль на домкратах, а лучше на чем-то более стабильном, если у вас простой стоковый домкрат, который шел в комплекте с вашим автомобилем. В моем случае это просто кирпичи. Сверху обязательно положите резинку, чтобы не портить лишний раз ваши пороги. Далее снимаем колеса и отсоединяем все, что нам будет мешать снять целиком всю балку задней подвески. Обязательно отключаем датчики ABS, снимаем тормозные суппорта, отсоединяем трос ручника и достаем из всех креплений тормозные трубки. Они фиксируются на протяжении всей длины балки, а также на специальных кронштейнах около суппортов. Затем сам суппорт подвешиваем, например, на проволоке. По сути, дальше уже можно откручивать саму балку, а также амортизационные стойки и снимать все это дело в сборе. Но это все занимает больше места, поэтому еще немного подвески мы разберем на авто. А именно, амортизаторы мы оставим на авто и снимем для удобства пружины. Чтобы достать амортизационные пружины, необходимо открутить с одной стороны вот эти продольные рычаги, по-другому они называются еще лодочки. Поддомкрачиваем рычаги со стороны пружины, откручиваем и достаем болт. Затем осторожно слаживаем домкрат. Будьте осторожны, пружина может выстрелить, но не сильно. Все, пружина снята. Перед тем как приступать откручивать саму балку, рекомендую перед этим ослабить все доступные вам болты на подвеске. Потому что когда подвеска будет на земле, она будет очень неустойчива и срывать болты в таком состоянии будет очень неудобно. А пока она на авто, самое время поработать с проблемными болтами и посрывать их хотя бы с места. Обычно задняя подвеска место, куда редко кто-то лазит. В моем автомобиле, кстати, почти вся подвеска задняя родная. Предыдущие хозяева, видно, меняли только пару рычагов, и то очень давно. Далее откручиваем опоры продольных рычагов подвески. С обоих сторон по 4 болта. Далее снимаем резиновое крепление глушителя к балке. И затем еще раз проверяем, не мешает ли нам что-либо еще снять нашу балку. И затем приступаем к снятию самой балки. Сама балка также держится на 4 болтах. Откручиваем их, и тут вам понадобится помощник. Один человек откручивает все 4 болта, но не полностью. Второй человек снизу поддерживает балку. По моим ощущениям, потому что именно я был тем человеком, который поддерживал, весит наша балка килограмм 60-70, а может и 80. Чтобы немного облегчить вашу балку, можете предварительно снять тормозные диски. Затем осторожно опускаем балку на пол и достаем ее из-под днищ нашего авто, чтобы было нам удобно ее разбирать. Все, в принципе, задняя наша многорычажка сдалась без боя. Час времени примерно, и все без проблем открутилось. Нам очень крупно повезло. Начинаем разбирать. В процессе разборки задняя подвеска обязательно помечайте, где левая, а где правая части подвески. А лучше сделать пару фотографий, либо снять какое-то видео, чтобы вам запомнить. Обязательно заскрите вот эту схему, по ней вам потом намного будет легче и проще собирать вашу подвеску. Тяги стабилизатора, в принципе, иногда даже можете не пробовать. Болгарочкой просто срезайте их и все, и не парьтесь. То же самое с развальными болтами, и с верхними, и нижними. Гайка тут крутилась, но сами болты не вылазят. Поэтому просто режем сверху болгарочкой внутри рычага, и все. Так, смотрите, вот в этом рычаге нужно запомнить положение, как зафиксирован сайлент-блок. Про карандаши, фломастер забудьте. Возможно, тут здесь придется что-то выжигать, сотрется. Вот насечки. Насечки, 2 насечки сделайте ударной отверткой, и не будет у вас проблем. Ну, что мы имеем? Еще пара часов работы. Все разобрано. После того, как вы все разобрали, в идеале найти пресс.
У меня товарищ работает на СТО, поэтому я подъехал с рычагами к нему и быстро все перепрессовал. На этот этап у меня ушло 1,5-2 часа работы. Если пресса нет, тогда вам понадобятся тиски и много различных наставок разных диаметров. Как же перепрессовывать рычаги? Никогда не используйте наставки, которые плотно будут входить в рычаг. Так вы можете повредить сам рычаг, и новый сайлентблок он просто не будет держаться в рычаге, будет проворачиваться, и тогда просто не будет смысла от того, что вы перебирали подвеску. Что же делаем? Берем наставку поменьше, выдавливаем прессом резиновую часть сайлентблока, затем пилкой по металлу либо сабельной пилой разрезаем пластиковую или металлическую внешнюю втулку старого сайлентблока. Зажимаем затем рычаг в тиски и ударной отверткой уже выбиваем эту наружную втулку. Все, сайлентблок выпрессован. Обязательно запоминайте прежнее положение старого сайлентблока или делайте пометки, а лучше насечки. Запрессовать новый сайлентблок несложно. Для начала очистим посадочное место слегка и запрессовываем новый сайлентблок с помощью подходящей наставки на прессу либо в тисках. Таким образом мы перепрессовываем все рычаги. Сайлентблоки из поворотного кулака выжигаем газовой горелкой или аргоном. Затем даем пару минут остыть и точно так же достаем внешнюю втулку. Разрезаем сабельной пилой и выбиваем ударной отверткой. Затем запрессовываем сайлентблок, но уже не прессом, так как на прессу это делать неудобно, а с помощью вот такого вот механизма, который можно собрать самостоятельно. Для этого нужна наставка на сайлентблок, длинный болт или шпилька и пару надежных шайб или гаек большого диаметра. Все, наши рычаги перепрессованы. Приступаем к сборке в обратной последовательности. Меняем также втулки стабилизатора поперечной устойчивости. А болты, смотрите сразу, можете, лучше, конечно, купить новые на запас. У меня 2 болта сломалось. Если в стабилизаторе у вас резинки не повысыхали, не попадали сами, проще всего их доставать вот так. Зажать в тиски и расшатать. У меня они высохшие, очень твердые. Перебираем наши стоечки. Старые амортизаторы у нас просто нулевые вообще. Просто отказываются работать. Стоечки тоже недорогие брали. Ран. Спереди такие стоят уже год стоят. Как бы без проблем ходят. Поэтому решил назад тоже такие поставить. Чтобы поставить подвеску обратно, вам понадобится также помощь друга. А лучше двоих. Будьте внимательны при установке балки обратно. Заранее проверьте, в правильном ли месте находятся ваши суппорта, тросики ручника и тормозные трубки. Так, ну что, парни, подвесочка собрана. Ставим на место. И еще пару нюансов, которые вам обязательно нужно знать, прежде чем лезть самостоятельно в вашу заднюю подвеску. Первое. Перед тем, как приступить к ремонту подвески, обязательно купите новые развальные болты, шайбы и гайки, так как есть большая вероятность того, что болты закисли и вам придется просто их срезать болгаркой. Также вот эти вот подрулившие тяги, что на фото, стоит купить новые. Цена у них почти такая же, как и 2 сайлентблока от нее. А перепрессовывать эти рычаги сложнее, так как металл у них достаточно тонкий и их очень легко погнуть. Тяги стабилизатора также берите новые, потому что старые более чем вероятно вы срежете болгаркой, они просто не откручиваются. Очень важный пункт в процессе сборки, когда подвеска лежит на земле или она на весу, не закручивайте до конца все болты. Окончательно затянуть их необходимо тогда, когда балка уже установлена на авто и авто находится на колесах. Обязательно необходимо съездить на стенд развал схождения, чтобы выровнять все углы колес. Без этого у вас возможны проблемы с управлением автомобиля, а также быстрый износ как ваших шин, так и элементов вашей подвески. То, что вас не ведет в сторону после ремонта подвески, это еще ни о чем не говорит.
На этом все, спасибо за внимание. Обязательно поставьте лайк и напишите свой опыт ремонта подвески. Возможно, есть еще какие-то нюансы или хитрости при ремонте. Это пригодится и мне, и тем ребятам, которые смотрят мои ролики. Вместе мы научимся правильно ремонтировать свои автомобили. На этом у меня все. С вами был канал Coding Quack и я Вячик. Этот канал был создан с целью помощи всем автовладельцам, а особенно ваговодам. До новых встреч!